Добрый день! Решили снять видеообзор про котел DEFRA KDR Plus 3 50 киловатт. Почему именно DEFRA? Мы живем в Украине, и сначала мы думали купить котел украинского производства, но зная о том, что наши говорят, хоть и котловая сталь, но по факту там обычная сталь, решили купить польский, потому что этот котел идет на страны Европы, на Германию его изготавливают. Есть больше шансов того, что сталь здесь сертифицирована и нормальная. Размеры котла 1,80 м и глубина 70, ширина 68. Глубина топки 50 на 50 и глубина до форсунок 60 сантиметров. Здесь водонаполненные колосники. Сейчас этот котел заряжен, я засыпал сегодня 120 килограмм угля. И это как раз по эти форсуночки у меня поместилось. Можем даже посмотреть. Котел работает на автоматике. Здесь есть вот выход для регулировки на цепке, но я его снял. Вот он, и заглушил. Почему? Потому что в инструкции написано, что на 50 киловатт у котла должна быть работать всегда автоматика. Потому что если топить, вот, например, как сейчас уголь, я его закидал в всю топку, то снизу и на естественной тяге никакого воздуха не будет поступать. Это 100%. Либо, если этот весь уголь сейчас загорится, не послойно, как он сгорает сейчас, а загорится весь, то теплу, выделяемого которое с этого котла, просто некуда его будет девать. Из-за этого лучше полить послойно и сверху вниз. Здесь есть также педаль для чистки колосников, но опять сейчас я не могу на нее нажать, потому что угля там засыпано много. Выходные патрубки на 1,5 дюйма, 40 миллиметров. Мы все обвязали металлом, как положено. Группа безопасности, сбрасывающий клапан аварийный на 1,5 бара, потому что в инструкции написано максимальное давление 1,5 бара. Система здесь открытая, из-за того, что если мы ее сделаем закрытую, плюс всякие расширения воды, по-любому будет подниматься давление, и чтобы перестраховаться, сделали открытую систему. Это надежнее и безопаснее. Так, дымоход. Дымоход здесь выход дымохода 230 миллиметров, плюс сэндвич, общий диаметр вышел на 320 миллиметров. Рекомендуемая высота для дымохода 9 метров. Мы сделали 8. В принципе, тяга отличная. Сзади котла есть полдюймовый выход для слива воды. Мы здесь установили слив и одновременно подпитку всей системы. Понятно, что подпитывать воду нельзя, когда он горячий. Но вот если когда он остывший, надо набрать систему, то в него же и врезались. Довольно удобно. Здесь также есть дверца для чистки теплообменников, и также вот вы можете увидеть турбулизаторы воздуха. Они предназначены для того, чтобы дымовые газы как можно дольше проходили через теплообменник и как можно больше отдавали тепла теплоносителю. И стандартная дефровская автоматика. Здесь вот сейчас я сделал меньше температуру для того, чтобы не так шумело. Вентилятор, ручная работа, вид топлива, здесь угольная мелочь, уголь, древесина, включение насоса отопления на 45. Также есть возможность подключить горячее водоснабжение, бойлер косвенного нагрева, и стандартные менюшки. Стандартная менюшка. Также есть возможность, кстати, этого котла подключить к интернету. Там сзади есть разъем RS,
И если купить специальный модуль Wi-Fi, то можно подключить его к интернету и удаленно контролировать температуру котла и температуру горячей воды, которую он будет вырабатывать. Еще такой нюанс с этим котлом. Мы им, конечно, пользуемся всего лишь месяц. И до этого здесь стоял французский насосик с производительностью 2 куба в час. В интернете я считал там по этим формулам, по котлу, что в принципе хватает 2 кубов в час для этого котла. Но на практике получилось такое, что когда я выставляю заданную температуру, например 65, то насос не успевает прокачать воду и скинуть ее в теплоаккумулятор. Получается, он доходит до 65 и постоянно выходит в режим ожидания, хотя сама бочка еще холодная, не прогретая. А он уже нагнал и уходит в режим ожидания. Сейчас был куплен насос Grundfos с производительностью 4 приблизительно куба в час, включен на максимальную мощность. И насос, вентилятор и автоматика уже работает, вот как вы слышите, заданная температура 62, и вот он показывает 65-66, и вентилятор работает, то есть не уходит полностью в режим ожидания, потому что бочка еще не заряженная. Когда она уже зарядится, тогда да, теплу деваться некуда будет, и он будет уходить в режим как положено. Но сейчас он должен максимально скидывать это тепло. И даже вот этот насос, мне уже кажется, что его тоже маловато. По идее, нужно было чуть-чуть мощнее поставить. Также здесь вот стоит трехходовой клапан Esby, чтобы не было конденсата и котел не плакал. По малому кругу здесь на 60 градусов он выставлен по умолчанию. Вот такой котел, вот такой обзор. Задавайте вопросы, отвечу. Буду рад помочь.